Для меня аграрный бизнес — это поля, трактора, комбайны. Поля, трактора. Именно так. Перейти в интернет мне было реально тяжело. Мне хотелось иногда плакать, и мне казалось, что я ничего не понимаю, что я дура. И ты уже на 18 тысяч продала с этим. Да. По 11 тысяч отзывов, Да. а у тебя 8 отзывов. Блин, я просто в шоке на самом деле. У меня в 3 раза дороже, чем у китайцев. Даже китайцы не смогли решить это. Я такая, блин, что теперь сделать? Боюсь представить, что будет, когда у тебя бюджетная реклама будет $1000 в день. Просто живешь мечтой, что когда-то оно сработает. Ты у нас, Наташа, со второго потока. Мы с тобой начинали, получается, работу ровно год назад, правильно? Да, ровно год. Ровно год назад. В феврале. Вот сейчас как раз февраль, у нас ровно прошел год. А напомни, где ты находишься? Сейчас в Канаде. В Канаде находишься. Сейчас в Канаде. Окей, хорошо. Ну что, расскажи, поделись своими результатами. Что же произошло за год с момента, когда ты вписалась в обучение? Ой, ты знаешь, произошло многое. Год назад, когда я только попала на этот курс, я абсолютно ничего не знала. Вот просто ноль. И эта сфера мне казалась настолько далекой, настолько непостижимой для меня, что я много слышала о Амазоне, но я всегда боялась сделать первый шаг, потому что мне казалось, что это очень тяжело. Я сегодня смотрю уже на пройденный этап, когда мой товар на Амазоне, когда идут продажи, и вот за вчера я продала на $1200 за один день. Краша, ты И молодец, при этом там молодец, Наташа. И при этом там $300 прибыли уже за один день. Я думаю, я сделала это. Какая ты умничка. Я тобой искренне горжусь. Какая же ты молодец. 1200 за один день. Это год назад ты просто, ты была нулем, ты думала, вообще, что это такое, и сейчас просто ноль. это с первого раза у тебя, то есть это первый твой продукт? Да, первый. Вау. Слушай, и ты знаешь, классно, что у нас гораздо больше всегда парней было, ну, реально, мужчин. Ты уже не первая, да, у нас уже Юля была, и у нас девчонок все больше, тоже, знаешь, как становится уже женского пола, поэтому это тоже очень классно, и это тоже девчонки, девушки, кто сейчас смотрит и тоже думает, и такие, ой, наверное, как-то там, может быть, это мужское занятие, может, если, я не знаю, кто-то еще так думает, то я очень рад, что это именно что у нас все больше и больше женского пола добивается таких классных результатов и просто без какого-либо бэкграунда в Амазоне, в e-commerce и еще и с первого раза. Расскажи, пожалуйста, вот как в этот год, да, то есть как тебе удалось с первого раза реально запуститься успешно? И мне интересно, я уверен, что аудитории тоже будет интересно, вот за этот месяц насколько ты уже продала? Вот в целом, какой у тебя получился гроз? Смотри, мой товар первый раз зашел на сток 7 января. 7 февраля я продала, через месяц я продала ровно на $10 000. Я скинула в нашу группу Я помню, да. Прыгала часть, моя первая десятка. То есть за первый месяц я сделала 10 000, сейчас прошло 2 недели, и я сделала еще 8 000. То есть на сегодняшний момент 18 000 это за 1,5 месяца. Сейчас у тебя следующий важный шаг — это чтобы ты не выпадала из стока. Да, динамика положительная. Я вижу, что раз в неделю мы делаем отчет. Каждую неделю положительная динамика. Падает BCR, растут просмотры, растут продажи. Ты уже выставила новый ордер? Да. Умничка. И ты выставила на такое же количество юнитов или больше? X2. Ой, ты молодец. Вот здесь ты умничка, то, что ты не ждешь, потому что есть люди, которые, знаешь, они ждут чего-то, они думают, а вдруг оно остановится, а вдруг они перестанут завтра продаваться. И они ждут, и потом они такие, все, надо выставлять, они выставляют слишком поздно, они выставляют такую же партию, и получается, что они выпадают в out of stock, потом этот продукт приезжает, им надо все начинать заново, уже нет такой динамики, поэтому ты молодец, что ты это выставила быстро, и ты выставила больше, да. Какой у тебя бэкграунд вообще, расскажи, потому что по звуку ты очень опытный селлер. Ты знаешь, что делать. Чем ты до этого занималась? Селлер абсолютно неопытный. У меня 2 образования. Первое экономическое, банковское дело, а второе аграрное. Вообще последние 15 лет я занималась аграрным бизнесом в Украине. Окей, то есть ты вообще, получается... Для меня аграрный бизнес, это, знаешь, это поля, это вот что-то такое, трактора, комбайны, то есть... Поля, трактора. Именно так, то есть у меня правильное, да, то есть вот это имидж, который Поля, есть, трактора, да. то есть с компьютерами никак не было связано. Вот вообще не из этой сферы, да. Реально поля, трактора. Но это было бизнес направление или ты работала на кого-то? Нет, это мой бизнес, который я поднимала больше 15 лет. Я это имел в виду, что все-таки у тебя есть какой-то бизнес-экспириенс.
который тебе, ну, в любом случае где-то помог все равно, да, то есть ты вот можешь принимать решения, да. Возвращаясь к моему вопросу, как это было? Расскажи этот год, расскажи вообще, то есть как ты нашла продукт, как ты его запустила, с какими сложностями ты столкнулась, как ты их преодолела? Ты знаешь, главный секрет в том, чтобы все делать по вашим чек-листам. Я очень много училась, очень много работала, hard work, every day. И так как я приехала в Канаду год назад, я поняла, что для начала, чтобы здесь чувствовать себя комфортно, нужно учить английский. У меня был неплохой уровень, это был B2, но я хотела выше, C1 и выше, поэтому я сразу же записалась на курс английского. И целый год по 3 часа в день, 5 раз в неделю, с 3 часов до 12 ежедневно я ходила на курсы английского. Вау. После английского я ежедневно ходила на все наши лайв-сессии. Я не пропустила ни одной сессии. Если по какому-то по какой-то причине я пропускала, я в этот же день смотрела запись. То есть я реально была на всех наших сессиях, я ни одной не пропустила. И после, то есть это 2 часа лайв-сессии, и еще после этого я каждый день смотрела 2-3 часа твои видеоуроки. И после этого еще 2-3 часа практиковалась. То есть реально я каждый день сидела по 8-9 часов с компьютером, изучая нашу тему. Просто все, что говорят коучи по пунктам, по чек-листу, с галочками, делала все. Никакими другими курсами, никакой другой информацией не пользовалась. Dedication, у меня просто одно слово есть, это dedication. Но это сложно на самом деле, потому что не каждый может смотреть и лайвы, и уроки, и еще и делать. Знаешь, это удивительно. В первый день, когда я тебя услышала, ты говорил про моментум. Я целый год нахожусь в моментами. Реально целый год. Благодаря нашей группе, благодаря коучам, благодаря, наверное, сильному желанию, поставленным задачам, я реально каждый день нахожусь в моментах, и я из него не вышла целый год. Не было ни дня, чтобы я не занималась Амазоном. Очень круто. Как тебе помог моментум в запуске твоего первого продукта? Я думаю о Амазоне 24 часа в сутки. Я думаю, как улучшить мой продукт. Сначала я искала ниша. Где-то первых 2 месяца у меня ушло на поиск ниши. Когда я нашла нишу, начала искать продукт, потом начала искать поставщиков, заказала сэмплы. Первый урок у нас начался, по-моему, 7 февраля. Или там 10 февраля. Март-апрель я искала продукт, апрель-май я общалась с поставщиками, и 1 июня я уже сделала первый ордер, оплатила заказ и рассчитывала, что в конце июля товар должен был уже прийти на Amazon. По факту все получилось не так, и товар вышел из Китая в начале октября и попал на Amazon аж в ноябре, потому что все это время я дорабатывала продукт. Окей, то есть ты работала над качеством продукта, ты имеешь в виду, Над качеством, да. Я изначально к этому бизнесу отнеслась как к очень серьезному бизнесу, как sustainable, как ты учил. Сначала я сделала брендбук, по брендбуку сделала упаковку, сам продукт, чтобы все выглядело красиво, стильно. Очень много времени ушло на доработку качества, и в итоге мы получили реально классный продукт. Я запустила 5 SKU, 4 это один продукт, в общем, у меня 2 продукта, один с 4 вариациями и один с одной. Все продукты вайнеры ставят 5+, говорят, что вообще крутейший продукт, крутейшего качества. Ну, в принципе, это то, чего я и добивалась. Я хотела сделать классный продукт в премиум-сегменте. Я зашла в нишу, в которой много китайцев. Ниша в целом денежная, китайцев много. Я достаточно долго изучала отзывы, положительные, отрицательные стороны, и постаралась в своем продукте учесть негативы, которые были у моих конкурентов китайцев. Вы абсолютно выделилась в такую небольшую подкатегорию за счет натуральности материала. Мы производим продукты из бамбука и дерева натурального, а мои конкуренты делают из ДСП. Окей. В красивой упаковке. Она может быть, товар может быть гифтовым, это красиво выглядит, это очень качественно, и это премиум-сегмент. И таким образом немножко отстроилась от конкурентов. То есть тебя не остановило то, что в нише китайцы, потому что вот реально у нас недавно был с АМС подкаст, где ребята тоже рассказывали за китайцев, за то, что китайцы заполняют Amazon, и то есть мы общались, да, по поводу того, как с ними вообще конкурировать. Многих, я знаю, останавливают китайцы вообще от того, чтобы вообще начинать бизнес на Amazon. Они думают, какой, зачем туда идти, ты заказываешь, многие заказывают в Китае, понятно, продукты, ты заказываешь в Китае, ты конкурируешь с китайцами, это многих просто уже останавливает. Ты же не побоялась зайти в нишу, где были китайцы,
и занишеваться так, чтобы занять какую-то определенную позицию в нише. Почему? Ну, я постаралась отстроиться от них премиальности. То есть ты запустила премиальный продукт. Одна из моих вещей, которую я тоже говорю ребятам, когда заходит речь за китайцев, каким образом вообще с ними конкурировать, да, потому что не всегда с китайцами можно конкурировать по цене, скорее всего, китайцам. Вообще нереально. У меня в 3 раза дороже, чем у китайцев. Вот, то есть, видишь, в этом и заключается одна из вещей, да, премиума твоего продукта заключается в цене, в том, что ты продаешь по премиум цене. Но ты сказала такую интересную вещь, то, что ты начала с брендбука. Ты говоришь, я начала разрабатывать брендбук. То есть, я сразу же подразумеваю, что ты подошла к созданию бренда максимально ответственно, и это не просто типа, ой, придумаем сейчас какую-то упаковку и наклеим туда логотип, а ты подошла это сразу же с созданием бренда, потому что ты начал это делать с брендбуком. Более того, с ценностью. Мне хотелось, чтобы мой бизнес был ценностным. Мы делаем продукты для дома, это декор, продукты, товары декора и интерьера из натуральных материалов. При этом мы работаем только с фабриками, с компаниями, у которых есть сертификаты защиты леса. Бамбук — это очень экологичный в плане экологичности для людей и экологичности для природы. Он очень быстро растет, не наносит вреда окружающей среде. Это тоже была какая-то важная часть бизнеса, которую мне хотелось реализовать. Не просто производить какой-то брод, которого и так достаточно много, а что-то делать еще ценностное. Самой миссии бренда, миссии компании я об этом говорю. Это у тебя есть, как я понимаю, это у тебя должно быть, например, на упаковке, но точно так же это у тебя есть и в листинге, правильно, где ты про это говоришь? В листинге, на упаковке, да, везде. Везде. Как ты считаешь, насколько создание бренда и позиционирование, да, с какой-то историей, с каким-то импактом, который ты хочешь делать и который ты уже делаешь на планету, как ты считаешь, как это помогло успешно запуститься на Амазоне и дифференцироваться, естественно, от китайцев? Я верю в это, что это поможет. Моя цена в 3 раза дороже моих конкурентов. Я вижу продажи, они идут, они положительные. У меня на сегодняшний момент только 8,9 отзывов, да даже нет еще 10 отзывов, а я уже продала почти на 20 тысяч У долларов. тебя сейчас 8 отзывов всего лишь на листинге, вот про который... На одном 8, на втором 9. И ты уже на 18 тысяч продала с этим. Да. А сколько у конкурентов, какое количество в среднем? Если вот совсем китайские конкуренты, то у них по 11 тысяч отзывов, и они продают... По 11 тысяч отзывов, Да. а у тебя 8 отзывов, ты продаешь дороже, и ты продаешь успешно, а они продают, и у них 11 тысяч отзывов? У них 11 тысяч отзывов, они продают по 30 долларов, и они продают 7-10 тысяч единиц в месяц. Это вот, вот совсем китайцы. Есть категория конкурентов средняя, я больше на них равняюсь. Они продают где-то по 60-70 долларов. Лучшего качества товар. У них отзывов 200-300, и они продают 500 тысяч. Я больше ориентируюсь на них. Мой товар еще дороже. Мой товар стоит 90 долларов. У меня 5 SKU, там от 80 до 115. Ну, для удобства будем говорить 90 долларов. И у меня 8, до 10 отзывов на каждом листинге. И я продаю в прошлом месяце 150 единиц. Ну, где-то по 200 единиц я продала. И это только начало. Ты же понимаешь, что со временем ты будешь... Это же только первый месяц. Конечно. То есть Amazon будет раскачивать твой листинг, и чем больше тебе будет приходить отзывов, тем, соответственно, ты будешь больше будешь расти и больше будешь продавать. Блин, я просто в шоке на самом деле. Наташ, я вот всей душой, я так рад, что ты такая большая молодец, то, что ты смогла зайти в такую нишу, там, где есть китайцы, у которых по 10 тысяч отзывов, есть другие конкуренты, у которых тоже 1000 отзывов, и ты смогла запуститься, имея всего несколько отзывов. Вот ты знаешь, есть вот передача такая «Разрушители мифов», которые вот разрушают, и вот ты сейчас просто разрушила кучу мифов про то, что Amazon слишком конкурентен, или что уже не зайти, то что уже не занять, потому что до сих пор есть люди, которые так думают. И реально я встречаюсь с ребятами, это было не то, что даже сейчас, это было несколько лет назад. Я встречался с ребятами, мне говорили, что на Amazon уже не зайти, что Amazon US слишком конкурентен, что там слишком много, но ты просто подтверждение того, что когда ты запускаешь грамотный продукт, когда ты это все продумываешь, когда ты создаешь бренд, когда ты создаешь позиционирование этого бренда, то ты реально можешь быть успешной, даже не имея 10 отзывов. Я не говорю даже за 1000, за 100 отзывов, 10 отзывов.
И я понимаю, что эти отзывы у тебя от вайнеров, правильно? Да, Вань, ну, я сделала небольшую ошибку. Я не знала, что это работает именно так. Я взяла всего лишь по 10 отзывов на продукт. У меня 2 продукта. Я взяла 10 вайнеров на один и 10 на другой. И я думала, что 20 можно докупить потом. Я думаю, я попробую с десяточкой. Я слышала, что вайнеры могут плохие отзывы давать. Я немного боялась. А у меня, в принципе, handmade. Все, что мы делаем, это все handmade. Но мои китайцы так натренированы, что качество не подвело. И вайнеры писали просто вот полотна А4, какой крутой продукт, что они много лет искали подобный продукт, и они столько перепробовали за последние годы, и такого не видели. Вот просто люди счастливы. Очень классные отзывы. И когда я вернулась, чтобы добрать 20, Amazon говорит, нет, все, нельзя. Можно было только один раз использовать эту программу. И я такая, блин, блин, что теперь сделать? Но я придумала, что сделать. Я запущу еще одну вариацию, я уже заказала вариацию, более дешевую, более маленького размера, ну, меньше размера и более дешевую. И за счет нее возьму по 30 вайнеров, это буквально что там через месяц или 2 будет. И потом уже, когда наберу отзывы, соединю в parent, и таким образом, и запускаю сразу две вариации. Два новых листинга запущу на вайнеры и насобираю отзывы и потом добавлю. Хороший план. То, что ты сказала, это вот прям отличный план к тому, чтобы получить экстра отзывы через... Главное, тебе знаешь, как я тебе дам рекомендацию такую, ты, когда доставишь эту вариацию, ты сразу же их не склеивай. Ты сначала заэнроль ее в Wine, Да. чтобы они получили, а потом ты уже сможешь сделать их, добавить ее к своим вариациям. Это тоже важный момент. Да. Это, кстати, у вас на уроках говорили, я тогда не понимала, о чем это, а сейчас вспомнила, хорошая идея. Будем делать именно так. Как тебе в целом помог коучинг и сообщество? И как ты считаешь, насколько сообщество важно при запуске бизнеса на Амазоне? Очень важно. На самом деле это просто бесценно. И я с первого дня пишу в нашей группе, что таких вложений в образование, таких инвестиций я еще не делала в своей жизни. Насколько круто, насколько эффективно, насколько продумана вся программа, и поддержка нереальная. И вот эти лайв-сессии ежедневные, ну, вы просто нереальный труд сделали. Я испытываю столько благодарности к тебе и ко всей вашей команде, потому что без такого подхода, без таких знаний у меня точно бы ничего не получилось, я бы никогда не смогла зайти в этот бизнес и попробовать эту нишу. У вас очень крутая команда, у вас очень крутой курс. Он настолько подробный, что у меня не было необходимости искать ответы на свои вопросы где-то в других местах. Я все получала в нашей группе, все получала на твоих уроках, и этого с головой хватает для того, чтобы сделать, не знаю, мне говорят, что у меня успешный запуск. Успешный запуск. Я не знаю, как оно будет дальше развиваться, но нужно просто делать то, что говорят коучи, и не срезая углы. Я считаю, что все, кто хотят заходить в Amazon, это просто must-have. Без образования туда нечего идти, просто нечего. Когда мои знакомые спрашивают, с чего им начать, я говорю, с образования. Сначала надо учиться, надо брать курс, надо 3-4 месяца обучаться. Даже не стоит пробовать. Потом относиться к этому как к реальному бизнесу, не на попробовать, не на чуть-чуть, а реально как к бизнесу, и тогда все получится. Очень правильно говоришь, нужно перестать пробовать и нужно просто начинать делать, потому что многие Надо просто делать. просто пробуют. Они, знаешь, ты же проходила челлендж, и это одна из вещей, которую мы разбирали на челлендже. Какая у вас цель, да, для вообще, то есть при запуске, что вы хотите сделать? И многие пишут, я хочу попробовать, я хочу узнать больше, ну, мне интересно посмотреть, а получится ли. И вот с таким подходом это уже заведомо подход, который позволяет тебе слиться, и ты уже не смотришь на это как на что-то такое, на что-то серьезное, как реально. Ты очень правильную вещь сказала. Это то, что такой же бизнес, как и любой другой бизнес. Потому что если, например, мы говорим там за открытие ресторана, то это что-то более физическое, да, тебе легче это прийти, увидеть, посмотреть локацию, повесить выписку. Когда мы говорим за e-commerce, ну, у тебя только компьютер, Я же понимаю, ты же все делаешь Да. удаленно, правильно? Ты же не летала в Китай. То есть ты все делала удаленно с дома, правильно? Конечно. Да. А какие у тебя планы на этот год?
что ты будешь делать? Моя задача построить бренд с широкой линейкой. Я хочу запускать дополнительно, расширять линейку, новые продукты запускать, выходить на новые рынки. Но на этот год, наверное, пока буду работать с этими двумя продуктами, которые у меня есть, я думаю, у меня еще много возможностей, куда расширяться и как расти. Буду постепенно, по чуть-чуть подбирать новые продукты, но я не думаю, что в этом году я буду их запускать. Я вижу здесь огромный рум для развития. И это при том, что мы еще не пушили рекламу. Реклама очень, очень скромненько сейчас идет. И при этом, Андрей, интересно, 50% продаж у меня уже приходят по органике, а листинг я писала сама по нашим урокам. Какая ты умничка. А рекламу, ты говоришь, рекламу ты не сильно пушишь. У вас какой бюджет у тебя дневной примерно сейчас на рекламу? $50 на один продукт. Ты продаешь на $1200, и у тебя $50 всего сейчас реклама стоит с бюджетом дневным. Да. Я просто боюсь представить, что будет, когда у тебя бюджет на рекламу будет $1000 в день. Да, мы не пушим, потому что у меня не так много продукта осталось. Понятно, И конечно. мы немного опоздали с запуском. Я планировала, что первый продукт, первый товар появится на Амазоне в августе, а из-за того, что мы очень долго переделывали, меняли, вот реально само производство заняло больше 4 месяцев. Мы попали аж в январь, и китайцы на целый месяц ушли на праздники. И они только сейчас выходят, и только сейчас начнут производство. Месяц они будут производить мой заказ, и еще месяц будет товар идти. То есть моя следующая партия придет в конце апреля. А у меня товара... Я рассчитывала на 2-3 месяца продаж, но он реально может закончиться раньше. Поэтому мы не пушим. Да, это понятно. Да, конечно, make sense, чтобы сейчас это не делать, ты все делаешь правильно. Но я тебе рекомендую рассмотреть опцию. Ты же морем будешь правильно отправлять? Да, Посмотри отправку Матсоном. Это тебе сэкономит 2 недели точно тебе может сэкономить. Оно так и называется, Матсон. да. Знаешь, да? За это мы тоже про это говорим. Да, мы Посмотри, потому проходили что это. когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, то, что ты говоришь, да, у нас такое тоже было, кстати, как мы не заказывали юнитов на Q4, как мы к этому не готовились, у нас все равно, demand был выше, чем то, что мы ожидали, но нам пришлось все равно отменять лайтинг-дилы, не проводить, мы в декабре не сделали ни одного лайтинг-дила, и часть продуктов мы отшипили Матсоном для того, чтобы просто доставить их быстрее. То есть мы отправляли 2 шипмента, один у нас был General, и один мы отправляли Матсоном. То есть Матсон, как правило, Матсон занимает около 14 дней, чтобы доехать до порта, и у них свой порт разгрузки в LA. Я подразумеваю, что ты шипишь в LA, да? То есть и у них они очень быстро разгружают там, поэтому это тоже просто тебе полезность, чтобы ты считала. Единственное, смотри, сколько это будет стоить, потому что оно немножко дороже стоит. Что ты можешь посоветовать или порекомендовать ребятам, которые сейчас думают, то есть они еще не дошли до момента ланча продукта, но они находятся, либо они думают о том, чтобы запускаться, начинать, да, либо они вот только начали, и они в процессе работы. Что ты можешь им посоветовать? Ты знаешь, у меня совет один — учиться, обучаться. Учиться, обучаться и делать все по чек-листу, нигде не срезая углы. Если есть понятный путь, как идти, не надо срезать углы. Надо качественно подходить к поиску товара, надо заняться упаковкой, нужно сделать качественные рендеры, качественный листинг. Не относиться поверхностно. Надо как построению долгосрочного качественного бизнеса. Я думаю, что с таким отношением должно все получиться. И обучаться. Супер, супер, круто. И еще вот задам вопрос. Ты говоришь, мы заказали, мы сделали. У тебя есть партнер или ты с кем-то делаешь из семьи, вы с кем-то вместе делаете? Я делаю сама, но за спиной муж, который меня поддерживает. Окей. Муж принимает участие в том, что ты делаешь, или просто поддержка больше моральная, просто как адвайзерская, скажем? Да, адвайзерская поддержка. Адвайзерская, окей. Но муж, как муж вообще отнесся к тому, когда ты сказала, что ты запускаешь бизнес на Амазоне? Положительно. Да, положительно. Мы верим, что это правильная стратегия. На сегодняшний момент одна из понятных, наверное, стратегий, как нужно построить бизнес. И это бизнес не привязанный к какой-то местности, потому что бизнес в Украине привязанный к земле у нас уже есть.
и мы до сих пор не знаем, как правильно распорядиться этим бизнесом. И я думаю, что бизнес онлайн — это то, что дает больше независимости, то, что дает больше свободы, просто неограниченные возможности для развития. Очень классно, когда есть рядом люди, которые тебя поддерживают, которые верят в тебя. Но даже если, ребят, даже если таких людей рядом нет, это все равно нужно делать. Не надо думать, что, ой, окей, вот у Натальи получилось, потому что ее муж поддерживал, а меня муж, например, не поддерживает. В любом случае вы начинаете делать, и когда это take-off, когда это начинает работать, начинает приносить деньги, то все вокруг, они сразу же начинают переобуваться. У меня такое, вот лично у меня ситуация такая была, когда я говорил, что я хочу делать бизнес, я еще когда я был помоложе, скажем так, понятно, что я сейчас тоже как бы выгляжу там, да, нет, ну, в любом случае, когда я был там, а там мне пишут просто, знаешь, люди не знают, какой мой возраст, люди мне пишут там пацан, там, ну и так далее, но кто не знает, у меня дети уже есть, как бы, поэтому семья, ну, короче, я когда был помоложе, да, такой, а я говорю, вот, я хочу бизнес начинать делать, и мне все поголовно. Вот, и я знаю, что кто-то сталкивается с этими ситуациями каждый день, а кому-то везет меньше, да, у кого-то родители говорят, да у тебя не получится, или там, да лучше найди какую-то работу стабильную, друзья не поддерживают, возможно, близкие половинки, да, там муж, жена, девушка, парень не поддерживают, говорят, да зачем тебе это надо, да, у одного на 100 только получается. Я помню, как мне все говорили про то, что о чем ты говоришь, да найди себе какую-то работу, какой бизнес, что ты рассказываешь. И это было поголовно, вот везде, где. Но зато когда у меня получилось, когда я стал это делать, то все такие, ну да, мы верили, мы знали, что у тебя все получится. Всё у Да, тебя да. пошло. Это очень интересно, очень круто, что у тебя, конечно, есть поддержка, и классно, что... У меня был такой вопрос, но муж занимается ли с тобой, но если видишь, он больше как адвайзер, то понятно, что ты как бы сама все делаешь в компании, да, то есть он просто больше... Всё сама. Да, он просто больше там Моральная моральная поддержка. поддержка. Ты приходишь такая, блин, надо что-то там с продуктом, да, сэмпл не такой, зафакапили китайцы, надо по новой. Муж такой, все получится, я в тебя верю. Ты такая, окей, все, пошла делать, да? У меня еще техническая поддержка нашей компании, потому что, когда мы разрабатывали наш продукт, там были технические моменты, которые китайцы не могли решить, а мой муж придумал, как это можно круто сделать, подсказал мне, мы это внедрили, китайцы сделали как нужно и получили крутой продукт. Круто, класс. Короче, видишь, как муж, видишь, как пригодился. Даже китайцы не смогли решить это. И сейчас я использую его руки в видеороликах по сборке моего продукта. А, Он все красиво снимает, ой, круто, класс. собирает, я снимаю. По поводу успешного запуска, когда смотрят и говорят, ну, кто-то может сказать, ну да, тебе повезло, например, ты выбрала такую нишу, тебе повезло. А Это год тяжелой работы, реально год тяжелой работы. И ты знаешь, были моменты, когда опускались руки, потому что если бы я пошла в это время на работу, наверное, были бы какие-то доходы раньше. А так ты год работаешь, не получая ничего взамен. Просто живешь мечтой, что когда-то оно сработает. Да, это 100%. И это то, что нас отличает от тех людей, которые вроде бы хотят, думают, что им это нужно, но по факту они либо не сильно этого хотят, потому что они не готовы делать и увидеть результат через какое-то время, то есть отложенный результат. Это не то, что ты пошла на работу, через 30 дней ты уже получила свою оплату. Все. Да, когда ты начинаешь делать бизнес, как в данном случае ты год делаешь, и ты не видишь результаты, ты не знаешь по итогу, пойдет оно или не пойдет, потому что оно может также не пойти. Но это бизнес, зато те бенефиты, которые ты получаешь, особенно в построении e-commerce бизнеса, я сейчас не говорю только за Amazon, потому что Amazon это только первая ступень, это только первый как ступенька, потому что дальше есть куча других новых вещей, куда можно идти с развитием данного продукта. Кстати, мы сделали сайт, я хочу запуститься еще параллельно на других площадках. Мы сделали на Shopify по твоим советам, по твоим видеоурокам. Я открыла сайт, и сейчас будем пробовать заходить на другие площадки. Я тебе рекомендую также взять именно TikTok Shop на вооружение. Это сейчас очень горячая тема. Его гораздо легче даже, чем Shopify сейчас запустить, потому что там тебе даже сайт не надо создавать. Возвращаясь к удаче. Был очень интересный такой Тайгер Вудс или кто-то другой из игроков в гольф. Ему надо было выбить мяч откуда-то чуть ли не с дерева, куда-то там мяч залетел. И вот он выбил его, ну и, соответственно, ему репортер говорит, ну да, вы знаете, это такая удача, вам так повезло ударить оттуда. А он Да, ответил очень интересную фразу. Он говорит, вы знаете, я заметил такую тенденцию. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Вот это 100%. именно про то, что кому-то кажется, что, ой, да тебе повезло, но ты год
по 8 часов каждый день ты приходила на лайвы, ты смотрела тренинг, и еще ты после этого ты шла и еще делала. Поэтому, ну, круто. Мне реально было очень тяжело. Мне мозг, когда работает, ну, до этого работал по-другому, был больше ориентирован на реальный бизнес, то перейти в интернет мне было реально тяжело. Мне хотелось иногда плакать, и мне казалось, что я ничего не понимаю, что я дура. Но я по 5 раз пересматривала твои уроки, записывала, включала. Тут я ставила несколько экранов, тут я смотрела, что вы делаете, тут я повторяла. И просто не знаю, сколько сотен раз, сделая одно и то же, ты начинаешь понимать, как это работает. И сейчас, конечно, уже есть понимание. Наташ, очень классно. Мне так понравилось с тобой общаться. Ты настолько светлый человек, вот настолько чувствуется от тебя позитивная, классная энергетика. Я читал твое сообщение, когда ты писал о том, что ты благодарна коучам, благодарна нам. Я тоже тебе благодарен. Я благодарен за то, что ты это сделала, то, что ты запустилась успешно с первого раза. Ты реально смогла показать, что подойдя грамотно, обучаясь, выделяя на это достаточно времени, имея сильное желание и мотивацию, реально можно достичь любых целей, которые ты ставишь себе. И ты это сделала, дальше тебе нужно, то есть дальше ты это будешь развивать, ты будешь это выводить на next level. Но я просто тоже тебе благодарен за то, что ты это сделала, за то, что ты подошла с таким серьезным подходом, за то, что ты сделала все, что мы говорили и как мы говорили, и ты получила результат. То есть это еще раз доказывает и показывает, что то, что мы пропагандируем, то, что мы учим, что это реально работает. И, конечно же, благодарен тебе за сегодняшний звонок, за то, что ты согласилась поделиться своей историей, потому что есть люди, которые говорят, ой, типа, ну, мы не хотим делиться, поэтому я тебе тоже за это благодарен. Для нас, для меня это очень важно, потому что, знаешь, когда я вижу наших успешных учеников, которые успешно запускаются, у которых горят глаза и говорят, блин, мы начали это делать, особенно с первого раза, ну, я просто такой понимаю, блин, как же круто, как круто, что я чувствую себя в этот момент, знаешь, серф, я чувствую, что служу людям и передаю свои знания, и наши ученики запускаются успешно и меняют свои жизни, то есть это очень круто, поэтому тебе очень большое спасибо за это, я тебя от души благодарю, и буду рад через время услышать твои фидбэки, услышать твой прогресс. Я желаю тебе удачи, я желаю тебе максимальных продаж, я желаю тебе большого успеха, прям большого-большого-большого. Вот все цели, которые ты ставишь, чтобы ты все эти цели достигла. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Получилась очень классная беседа. Благодарю тебя и успешного классного бизнеса. Спасибо тебе огромное. Удачи. Пока.